Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, давайте же посмотрим, что посоветует нам Таро на завтра. Я делаю эти расклады уже, по-моему, больше года каждый день. И эти расклады действительно не пропускаются ни одного дня. И могу сказать, что со временем я стала видеть больше того, что может происходить именно в пределах одного дня. Знаете, как практика, эта практика приводит к новой привычке. Я к чему это говорю вам? К тому, что вот так мы нарабатываем привычки. Точно так же вы можете выработать свою привычку методом каждодневного повторения. И не важно, что вы хотите. Привычка – это вторая натура. Но привычки мы можем менять. Натуру внутри, тут кто мы, не надо менять, нельзя себя ломать. Но привычки можно менять и можно приобретать любые привычки. Кстати, быть богатым – это тоже привычка. Это мы учим себя быть богатыми и умению это делать. Это тоже не просто. Я общалась и общаюсь с людьми, которые хорошо, как говорят в России, стоят на высоком уровне. И я вам хочу сказать, что удержать это все, приумножить это все, это тоже большая работа и большой труд. Не делаю я таких вещей в каждодневных видео, но так мне захотелось, так у меня пошла мысль. Давайте смотреть. Вы знаете, что ситуации, из которых вы не можете найти выхода, не сможете вот именно завтра найти выхода, прежде всего вызваны вами. Эти ситуации пришли из-за того, что вы себя ограничиваете. И не просто ограничиваете, вы себя завязываете, вы боитесь перемен. Вы боитесь увидеть истинную картину ситуации по какой-то причине. Может быть, да, ситуация не совсем приятная, не совсем то, что вы хотели бы видеть, ощущать, но только освободив себя, открыв глаза и позволив себе, вы можете выйти из определенных ситуаций. Взгляните на ситуацию с открытыми глазами и без эмоций. Ваши эмоции тоже застилают глаза. Поэтому совет на завтра и самый важный совет – освободите себя, развяжите себя, откройте глаза, уберите страх. Ничего не бойтесь. Знаете, как говорят, у страха глаза велики, но не так страшен черт или страх, как его малюют. Потому что черт – это страх тоже, это тот же страх. Поэтому смотрите, состояние, которое может посетить вас завтра, именно вызвано вашими блоками, вашими ограничениями, вашими привычками и установками. Что тут вам тяжело будет увидеть действительно истинную картину и увидеть выход из ситуации, которая может произойти. Давайте посмотрим дальше. Вы знаете, эта карта говорит о том, чтобы вы не спешили. Видимо, вы хотите очень быстро найти выход или решить ситуацию, или что-то сделать. Это может быть еще какой-то проект, в котором вы спешите, может быть, по рамки времени прижимают, ведь очень часто, когда идут проекты, опять же, вы знаете, проектами я называю все. Вот одна консультация у меня – это маленький проект. Одно видео, которое я снимаю, это тоже маленький проект. Это я вам даю как объяснение, что я называю проектом. Я периодически напоминаю. Так вот,
Вы куда-то будете спешить, вы будете хотеть решить все сразу и вчера, и у вас это не будет получаться. Эта карта говорит о том, что не спешите, все решится, все будет в порядке, только ваша спешка будет отдалять результат. Надо успокоиться, надо действительно посмотреть на ситуации с разных сторон, увидеть действительно, почему та или иная ситуация произошла, если она вас волнует, и только тогда принимать решение. Не спешите. Эта карта вообще говорит о том, что надо взять определенную паузу от действий для того, чтобы потом было легче. Если это определенный проект и что-то у вас не получается, тоже перенесите внимание и действие на что-то другое, на то, что вы точно знаете, и все произойдет так, как вы хотите, и вы действительно увидите, как можно еще даже сказать, свет в конце тоннеля. Давайте посмотрим, что же еще советует нам Таро на завтра. Ну и Таро советует, чтобы завтра вы все равно старались радоваться. По-любому. Потому что 4 жезлов – это карта достижения, это карта радости, это карта даже празднования. Кстати, по 4 жезлов это еще карта заключения брака и свадьбы. Ну, я в пределах одного дня не могу вам сказать точно, но тут и действительно может быть то, чего вы боялись, то, за что вы переживали, если это касается межличностных отношений, ваши страхи и боязнь не нужны, они здесь неуместны, они беспочвенны. Все должно решиться так, как вы хотите.